Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, и сегодня я буду вам показывать самую сломанную штуку, которую только сделали разработчики за все время авточеса. Я такого еще не видел. Сегодня мы будем собирать богов. Богов неважно с чем. Лучше всего, конечно, с минимальным КД. Короче, либо же я буду сейчас играть на лустрике и, соответственно, буду собирать богов, либо же, не знаю, буду собирать богов через волшебников, чтобы показать вам, насколько это будет сломано. Соответственно, будет здесь и Лина, либо же кто-то такой альтернативный герой. Но, скорее всего, это будет Лина, потому что у Лины есть разовый мгновенный урон, он огромный. Плюс можно будет взять призму. Короче, можно много чего будет замутить с этой Линой. Плюс Жезл Кира. Вот, посмотрим. Просто, ну, я надеюсь, у меня сейчас получится вам это показать это как полнейшее, вот полностью раскрыть, ну, короче, передать вам полный спектр эмоций насчет этого. Сразу хочу сказать, что это максимально сломано. Вот серьезно, я ж заговорился в моменте, там чуть ли мысли попутал, потому что такое, ну, я не знаю, как после такого играть, серьезно. Я, наверное, кстати, возьму кольцо, потому что кольцо дает КД, а под 6 богами, соответственно, когда активируется предмет, либо какая-то способность, то КД режется. То есть у способности и у предмета. И вот для этого мне и нужно это кольцо будет. Пока что нужно будет это кольцо, потом я, естественно, его немного Кстати, можно было бы попробовать и с крутилкой Джаггера это сделать, но я думаю, с крутилкой Джаггера это будет полнейшая хрень, поэтому возьмем мы Лину и возьмем волшебницу. Это нам пригодится. Жрецов, соответственно, оставлю, все такое. Так, что мы возьмем? Можно было бы, конечно, взять палочку волшебную, но не буду брать. Мне нужно, конечно, кристалл плюс 50 маны. Но на всякий случай возьму пока что хпшку. Можно было бы, конечно, взять духовный талисман, но я возьму хпшку. 300 хп как бы лишним не будет, чем этот талисман, который может не сработать на уклонении и тому подобное. Короче, в чем прикол? Что может даже сейчас уже и получится показывать потихоньку вам, как оно будет выглядеть. Ну, это, конечно, хорошие предметы, но хрень. Надо следующие предметы. Давайте другие. Ладно, лучше бы я взял кольцо. Меня этот молот преследует, ну, не знаю, в каждой игре. Серьезно, меня этот молот преследует абсолютно в каждой игре. В общем, если вы думаете, что сейчас у меня у Марса там должно... Не, ну, по-моему, это с 4 богов. Ну, короче, ща посмотрим. Ща. Секундочку. 14 секунд, 5,6 секунд. Сейчас. Не, получается, работает это только от 2 богов. Да, получается, это работа только от 2 богов, КД снижается. Короче, когда сейчас покажу вам 4 бога, вы приколитесь. Вы обалдеете. Можно, в принципе, уже и показывать. Отлично. Старт шикарный. Сейчас на следующем раунде я ставлю 4 богов и тупо ставлю 4 бога. И вы будете просто в шоке, в полнейшем шоке. Просто обратите свое внимание, насколько часто будут юзаться способности. В общем, что сделали разработчики? Разработчики сломали синергию богов. Теперь она неправильно работает, это слово совсем. Когда вы соберете 6 богов, у вас откат способности у Лины будет 0,5 секунд. Ну, извините меня, 0,5 секунд. Либо же хп реген. Ну, короче, все способности, они будут с самым минимальным КД. То есть они, по сути, сделали то, что скидывается КД на 90%, а не на 60%. Зачем? Как они это сделали? Как они своим маленьким мозгом додумались до такого? Ну, короче, если это быстро не пофиксит, это будет самая неиграбельная пачка только возможно. Я не знаю, что делать. Вот серьезно, у меня будет, ну, лютая дилемма, что делать конкретно вот теперь с таким патчем, если они это не пофиксят. Серьезно. Лютая дилемма будет. Сейчас, короче, пока что... Ну, мне нужен этот Вич-доктор. Можно было бы, конечно, сейчас взять 4 уровень и поставить уже богов и идти в винстрики. Сейчас все такие думают, а что ты такой уверенный? Что ты так думаешь, что ты пойдешь на винстрики? А потому что, ребят, потому что вы сами сейчас ответите на все свои вопросы, когда только увидите эту вакханалию. Я надеюсь, у меня получится максимально раскрыть этот весь потенциал. Если что, это моя первая катка после стрима, там прошло несколько часов, я отдохнул, выпил таблеточку, голова прошла. И вот, знаете, я хотел, чтобы сегодня вышел ролик, это боги плюс орки. Не со сломанными богами еще, просто боги плюс орки. Но, так как боги сейчас сломаны, это нужно вам показать, серьезно. Получается, первый баф работает адекватно, второй баф работает неадекватно. Ну, сейчас увидите все сами. Сейчас. Можно, в принципе, на подстраховку поставить
можно, в принципе, на подстраховку поставить. Не, наверное, я в уровень не буду идти пока что. Пока что ставлю как есть. Ну, чисто, пусть будет, пусть будет. Жреца на всякий случай возьму, может, пойду через лустрик. Посмотрим. Может, у меня сейчас получится через винстрик люто сыграть. Короче, наблюдайте. Просто сейчас наблюдайте. При 6 богах у вас становится... Вот у Марса КД в тройку, когда вы его соберете, становится 0,5 секунд. Нормально, да? Нормальное такое КД. Так, смотрите, у меня сейчас 4 бога. Несколько суммируется, все такое. Короче, это максимально сейчас неправильно работает. Обратите внимание на КД. Смотрите на КД. Бам! Не, это какая-то, ну, тупая тема, не знаю. Я вот сейчас читаю как бы о том, что как работает эти 6 богов, но это тупо, ну, как-то очень тупо работает. Смотрите, 2,5 секунды КД. На секунду у Марса 9 секунд сейчас щит КДшится. 9 секунд. То есть, по сути, должно быть сколько? 60% режется, примерно 4, ну, половина, 4,5, 5. Ну, 4 секунды где-то должно быть на его щитке. 4 секунды. Но ни в коем случае не 2,5. Я сейчас, когда соберу 6 богов, вы тогда просто умрете от этого. Ну, я серьезно, если они не пофиксят это максимально быстро, это будет максимально сломанный патч. Максимально сломанный. И честно, вот именно из-за этого я сейчас и выпускаю данный ролик, чтобы все максимально увидели, насколько сейчас это абузящая тема. Кстати, спасибо моим подписчикам о том, что написали, что у меня там с вебкой проблемы и все такое. Я не знал, и вот я их пофиксил вроде. Все, вебка теперь идеально, нормально работает, шикарно. Я еще тут поднастроил немножко, сделал там цветогамму другую и тому подобное и так далее. Шикарно, замечательно. Если что, у жрицы 15 секунд КД на втором уровне способности. 15 секунд. 60% режется, но это 7 секунд режется примерно, ну 8 секунд режется. Но ни в коем случае, когда у вас становится 4,2 секунды на жрице. Серьезно? 4,2 секунды. Сильно? О да, еще и как. Жрицу, короче, бафаем. Самый огромный минус, когда вы играете вот через 6 богов сейчас, именно с такими сломанными богами, это то, что вам будет не хватать маны. И нам надо будет это решить, но посмотрим. Посмотрим по ходу дела. Так, кстати, жрец там пришел, жрец. Тут еще Мамора есть неприятная. Вот из-за того, что есть неприятная Мамора, есть проблема. Есть проблемы. Если он засунет этого орка-жреца в Мамору, он может ее в 3 звезды собрать. Поставить, ну, 6 богов и все, там будет лютая вакханалия, там такой суммон будет лютый. Вот смотрите, просто, ну, нормально? Ну, адекватно. Сюда винстрика дай. Сейчас еще Лину соберу. О, когда я Лину соберу, вот это будет нечто. Кстати, я задавался вопросом, сбивается ли винстрик, точнее, вот есть винстрик 3 единицы. Вот сейчас начинается винстрик с 3 единиц, с 3 побед, с 3 поражений и тому подобное. То есть начинается винстрик, либо лустрик. И вот, я задавался вопросом, когда ты сбиваешь винстрик 3 единицы, либо же, ну, винстрик 3 единицы, ты получаешь бабки или нет? Нет, ты получаешь только когда у тебя с 5 винстрик. То есть, если у чувака винстрик 5, вы сбиваете ему винстрик, и, соответственно, после этого вы получаете бабки. То есть 5 монет плюсом вы получаете. Все. Честно, у меня такой спектр эмоций сейчас, что я прям буксую на месте. Но на самом деле это, скорее всего, таблеточки влияют. Таблеточки от головы влияют. Жду шуточки. Знаете, я вот обожаю свое комьюнити в том плане, потому что я сказал вот за некоторые проблемы, за то, что мне там написали в комментариях, на стриме и тому подобное, и все. Зафорсились эти мемы за грязное лицо и так далее. За крем, за грязное лицо. О. Сюда. Лину обузим. Обуз не удался, к сожалению. Получил всего лишь +1. Так вот, обожаю свое комьюнити. Оно лучшее. Вот честно, оно лучшее. Сразу, только сказал за грязное лицо и крема, так сразу начали форсить эту тему. За грязное лицо, за крем. Тупо лайк. Ставлю лайк. Так. Ману плюс 50 берем. Хороший кристальчик. Очень хороший кристальчик. Бафает все притоки маны, которые только есть в игре. Я его раньше как-то недооценивал, но сейчас я, знаете, как-то раскрыл его потенциал, потому что ваш собственный реген маны, он увеличивается за счет этого кристалла, он увеличивается за счет того, как вы бьете, и, соответственно, как по вам бьют. Это сильно, это очень сильно. Кстати,
Плохо, что она хилку на себя не кастанула. А кастанула на вот эту вот, на вот эту вот морскую всратую волшебницу. Хотя нет, знаете, я вот что-то как-то поспешил. Голова у меня все-таки еще немножко вареная. Ну, это дичь. Это дичь. Но, знаете, дичь не дичь, зато смогу вам показать полный потенциал этого всего. Надеюсь, сейчас, конечно, волшебница еще придет, потому что мне нужна третья волшебница, эльфийская. Как только она придет, я ставлю себе 6 богов и все. И души не чаю ни в чем. Там будет полный развал кабины. Но еще хорошо, что у меня есть Марс. Пака такой пришел, смотрит, думает, че происходит? Как? Как он выиграл с 4 богами? Че это такое происходит? А это сломанный патч. Кстати, ребят, сейчас поставьте ролик на паузу, поставьте свой лайк и напишите в комментариях, ну, что думаете просто в целом по поводу этой темы. Ну, ладно, это слишком далеко уже забегая наперед, поэтому сначала посмотрим контент, а уже напишите потом комментарий. Но на самом деле просто оставьте комментарий в поддержку, чтобы ролик пошел в рекомендации тренда. Но самое главное это лайк и коммент. Вот, все, давайте. И то главное. Все главное. Мне, кстати, винстрик сбили. Спасибо. Винстрик сбили и волшебница пришла. Спасибо. Гримтачи мы оставляем. Гримтач нам будет необходим по-любому. А теперь сейчас будет полный развал. Сейчас будет полнейший развал. 6 богов. То, что меня там вынесли, ничего страшного. Это нормально. Это бывает. Это ничего страшного. Сейчас я вот Лину соберу в 3 звезды. Жрицу соберу в 3 звезды. И на самом деле я хочу собрать Рубика еще в 3 звезды. Будет вообще шикардос. Так, 6 охотников. Ничего страшного. Идите сюда, сладкие. Ай, ладно, что-то как-то больно. Что-то как-то больно. Имбулька не работает пока что. Больно. А можно не надо? Так, яйцо. Ну, гримтач мне по-любому понадобится. Я думаю, после этого раунда все-таки пойти в уровень и юзнуть яйцо. И поставить Лину. Если, конечно, такой просто обычный апгрейд не придет. Если придет обычный апгрейд Лины, то, в принципе, замечательно. Но какая же это баганая тема. Тут, кстати, есть орк-шаман легендарный. Можно будет попробовать его еще поставить. Вы прикиньте, орка-шамана легендарного под аганимом в 2 звезды с такими богами. Это будет вечный сайленс, это вечная куча урона и все такое. Это просто будет такой тотальный разрыв. Так, ну тут, по-моему, я побеждаю, да? По крайней мере, должен. Как же он нагваливает, этот Марс. Вы посмотрите его КД. Ну, нормально? 1 секунда КД. 1. А тут 1,7 КД на хилочку. Но мне по-любому нужно будет сделать ЦМ-ку под волшебным зеркалом, чтобы было у меня куча маны. По-любому нужно это будет сделать. Просто аннигилирую. Давай. Жалко. Но мне в любом случае надо еще идти в уровень. Я хочу взять как минимум 8. Там, кстати, лич еще есть. Наверное, надо яйцо заюзать. Или может потерпеть немного. Я думаю, я все равно и так выиграю этот раунд. Потому что он такая имба. Должен по-любому выиграть. 1 секунда щит, когда. 1 секунда. На минуточку. Там кого-то уже выгоняют молотком. Ребята, можете выгонять сколько хотите. Сейчас, потерпите. Потерпите. Я сейчас немножечко, еще чуть-чуть, и я выпущу вам Лину в 3 звезды под 6 богами. Поверьте. То, что это будет полный развал. Кстати, а ну-ка. Да, режется. Получается, после каждой способности, после каждой активации предмета режется КД. Сильно. Мне нравится. Я доволен. Еще бы я не был доволен. Нет, это очень сильно. Это нереально сильно. 5400 урона Марс, на секундочку. Так, ну, я возьму молот грома, потому что я буду играть через Лину. А как мы все прекрасно знаем, скорость атаки у Лины будет бешеная. Хорошо, что еще щит Марса не включает в себя его тычку.
Вы прикиньте все дебафы, которые только можно. То есть, я имею в виду, вот как в доте. Когда Марс бьет своим щитом, он же включает свою тычку родную, плюс все модификаторы атаки и тому подобное. Можно было бы, конечно, Трента еще взять, 2 звезды собрать, но я не буду тратить бабки. И буду просто идти в уровень. Сейчас в уровень не так тяжело идти. Поэтому тупо нужно идти в уровень. У меня, в принципе, все есть. У меня все идеально. Вот. Да, давай. Да, давай. Ага. Кастуй там. О, у меня Рубик, кстати, крутилку стырил. 1,6 секунды крутилка. Ага, понял, принял. Прикол в том, что это сломали сегодня на стриме. То есть до стрима я записывал каточку на богах-орках. Ну ладно, до стрима как-то. На предыдущий день я записывал каточку боги-орки через 6 богов. Ну, там Джаггернаут Керри, все такое. Вот, я записывал каточку, и не было богов таких сломанных. Не было. Серьезно, не было сломанных богов. Они их сломали в день, когда я делал стрим. Это так глупо. Кстати, кому интересны записи трансляций, то на ютубе во вкладке трансляции там есть все записи моих стримов. Поэтому кому интересно, смотрите там. Записи моих стримов, потому что мало кто знает о том, что есть вкладка трансляции, там, что там все трансляции сохраняются. Поэтому кому интересно, заходите туда, все записи моих стримов там они есть. Какая же это вакханалия, боже, какой это прикол, просто 0,7 секунд лагуна, ребят, 0,7, серьезно? Разработчики превзошли самих себя, отвечаю. Это полный... Но у меня цензурной речи не хватает, ну, просто сказать, насколько это полный абсурд. Сейчас, короче, уровень пошли. Давай, апгрейд. О, отлично. Плюс бабки. Плюс, кстати, Леончик. Кстати, Леончик. А Леончик мне нужен. Леончика мы берем. Леончик же тоже под богами, извините меня, бустится нереально. Поэтому берем. Морскую волшебницу убираем. Морская волшебница тут рядом не стояла. И эльфийская тоже. Все. У меня сейчас, по идее, идеальный сетап. Мне нужно сейчас ролиться и найти фигуры в 3 звезды. Мне нужен Вич-доктор в 3 звезды, потому что его каски будут вечно летать. Мне нужен Марс 3 звезды, потому что это будет идеальный танк. Мне нужен Гримтач, мне нужна Жрица, мне нужна Лина. Короче, мне нужно 3 персонажа, 4 персонажа в 3 звезды. Марс, Лина, Гримтач, Жрица. Вот эти вот самые мейновые фигуры, они мне нужны в 3 звезды. Ух ты, Рубик пришел. Апгрейд Рубика на месте. Или может все-таки 8-й взять, а там может быть не орк-шаман придет. Может быть и стоит все-таки взять орка-шамана, найти, попробовать. Я не особо верю, что на 8 уровне его найду. Хотя ладно, короче, поролимся уже. Так, Лина 5 из 9. ЦМочка мне нужна. Я, кстати, забыл с Лины Мейлшторм перекинуть. Ой, с Лины, с Марса. С Марса забыл Мейлшторм перекинуть. Так, это бог, орк, что-то там воины. Ну, такое. Какая же поплава пошла. Это жестко. Ну, вы сами видели, сколько там только что касок полетело. Боже, у меня еще и жрица так идет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть мне и дальше так все идет. Мне все нравится. Я доволен. Сейчас бы еще Лину в 3 звезды было бы вообще замечательно. Вот было бы идеально. О, бог-жрец мою Лину тырит. Ах ты ж крыса. Ах ты ж крыса. Вот таких вот людей мы не одобряем. Я тут как-то контент пишу, а ты своих богов, жрецов выкатываешь на меня, да? То есть мне, получается, еще и талисманчик придется искать. Это плохо. Очень плохо. Кстати, Руби классную способность тырил.
Сейчас будет лаву накидывать очень часто. Так, пошли станчики. Оп, 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 оп. Боже, какой это развал. Кстати, яичко возьму. Да, возьму яичко. Возьму яйцо, сейчас буду ролиться, сейчас активирую ее на... Да, вот активирую, все, погнали. Давай, яйцо. Я думаю... Ну, можно как бы потерпеть? Можно. Или выйти из инкама и все-таки пойти наролить себе лину и все такое. Мне, по сути, нужно 2 лины. Либо же 1 лина плюс яйцо. Так, отлично. Медальон у меня есть против жреца. Медальон против жреца готов. Ну, раз, ребят, сегодня не выпущу я ролик про богов-орков, то завтра он выйдет, значит. Значит, выйдет завтра. Только там не будет этой вот имбовой крутилочки, которая будет разваливать всех и вся под вот этим вот имбалансным КД. Нет, такого не будет, сразу говорю. Там боги работают нормально. Все, достаточно спойлеров. Спойлеров достаточно. И так их слишком много накинул, правильно? Мне бы Гримтача еще 3 звезды, это было бы замечательно. Надо еще будет, знаете что? Магическую призму найти на 2 таргета. Будет вообще шикардос. Ну, просто развал. Бам. 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 Ну, я думаю, выйти все-таки из инкама и попробовать наролить себе лину. Так, яйцо есть, хорошо. А можно лину? Пожалуйста. Пожалуйста, дай лину. Дай лину. Хорошо. Так, отлично. Короче, да. Я сейчас кучу денег потрачу, поэтому просто возьму вручную апну сейчас ее так. Все. Погнали. Вот это сейчас будет разрыв тоталити. Сейчас нереально куча отхила будет. Нереально куча урона будет. Сейчас будет... Бам! 1,3 секунды, когда у жрица. 1,3 секунды, когда у жрица. Нормалек. Спасибо, разработчики. Спасибо. Найс баланс. Если это нереально не пофиксит в первый же день, это будет все. Это будет конечное. Реально нужна призма. Под призмой будет прям шикарно. Буду по 2 целям кидать, соответственно, лагуну. Плюс манреген будет нормальный. Еще жезл Киры нужен. Жезл Киры нужен, потому что я буду 3000 магического урона накидывать. Вот это вот будет прям нормальный такой разрыв. Гримтач нужен. Нужен Гримтач в 3 звезды. Нужен Марс, Гримтач. Да нужно много кого мне в 3 звезды. Ой, 6 охотников. Ну что, готовься. 6 охотников. Надо еще Рубика, кстати, собрать в 3 звезды. Тогда полный разрыв. Вич-доктор тоже, кстати, неплохая такая фигура. Будет накидывать нормально. Его станы нормально так будут время экономить мне. Я думаю, они там все в шоке. Ну, это жесть. Это полная жесть. 0,5 секунд на лагуне. 0,5 секунд на лагуне, ребята. 0,5, мать его, секунд. Там, кстати, чел тоже, он собирает богов. Ты куда там собираешь богов? Успокойся. Это случайно не тот чел, который орка-жреца закинул на ранних уровнях Мамору? И я надеюсь, он богов не соберет. Я очень на это надеюсь. Потому что если он соберет богов, у меня будут проблемы. У него там сильные фигуры попались. У него там лич есть. Но самое опасное, это если он соберет орка-жреца в 3 звезды и выкатит его. Так, а вот, кстати, и он.
У него пока что нет фуловых богов. Если что, боги багаются со второго уровня. С первого уровня не багаются, по крайней мере, пока что то, что я заметил. А вот багаются они именно со второго уровня. Так, 8 хп. Я думаю, не доживет. Я удивлюсь, если он доживет. По крайней мере, мне хочется, чтобы он не дожил. Я сейчас буду брать уровень, мне нужен 8. Я хочу Дума, наверное, попробовать найти. Да, посмотрим, конечно. Там, конечно, мы посмотрим. Антимаг мне не нужен. Кстати, есть еще орк-чернокнижник, который тоже будет неплохо работать. Вы прикиньте орка-чернокнижника с его големами, которые будут накидываться на голову. Вот прикиньте на одно мгновение. Это же будет полный разрыв. Ладно, сейчас посмотрим, что мне за предмет 3-го тира упадет. Можно было бы какой-нибудь отхил в виде бус. Было бы четко. Так, давай, Лина, давай, погнала. Ну все, время деньги. Давай, накидывай, время деньги. Хорош. Еще один молоток прилетел. Так, что мне пришло? Я думаю, зеркало взять. Я думаю, нужно взять зеркало и поставить цемку. Без цемки у меня не будет много маны. А вот с цемкой у меня будет прям раз в 2 секунды по 50 маны, грубо говоря, регениться. Раз в 2 секунды. Я думаю, все-таки стоит взять ее. Я еще волшебный... Ну вот, смотрите, под волшебным зеркалом я буду восстанавливать себе чуть ли не 50 маны. Под волшебным зеркалом. Я думаю, все-таки стоит взять. Пока что оно как бы бесполезное, но чуть-чуть подождав, оно будет очень даже и полезным. Надо предметы переделать. Нужно предмет 3-го тира уже искать. Пока что хрень. Иди сюда, мои сладкие. Идите сюда, мои сладкие. Сейчас вам я все покажу. Сейчас я все вам покажу. Покажу, расскажу, где раки зимуют. Правильно? Так, 9 нежити. Вот, кстати, 9... Как чел нашел себе Лину в 3 звезды, когда я ее уже нашел? О, не-не-не-не, обезоруш. Нет. Вот обезоруш это, конечно, печально. Нужно БКБ. Ну да, тут меня как-то порвали 5-ю точку. Это плохо. Это очень плохо. Чет как-то не ожидает мне, ну, создает мне проблемы. Аж сердечко телипается в моменте. Так, отлично. Все, теперь пойдет нормально. За кольцо надо еще брать, потому что, мне кажется, из-за кольца я проигрываю. То есть у меня моя жрица прыгает в самые его задние ряды, быстро умирает и 0 импакта вносит. А сейчас будет... Это не я. Это был не я. Так, кулончик. Кулончик мы возьмем. Будем кидать обезоруш его самым жестким дамагером. Плюс, когда будет срабатывать, соответственно, этот обезоруш, то, соответственно, будет срабатывать синергия демонов, хотел сказать. Синергия богов. Вот это сейчас будет кайфово. Вот это сейчас будет кайфово. Вот это вот кайфуля. Вот единственное, каким, ну, кто мне создает проблемы, это вот этот вот чил на нежити. Прям такие лютые проблемы создает. Неприятный типочек. Неприятный типочек. Я надеюсь, когда я Рубика в 3 звезды соберу, он у меня что-то нормальное такое стырит. Потому что если его соберу в 3 звезды, а он стырит у меня какую-то поплаву, то это будет не очень. Это будет овощ. Тормозок с продуктами. Назовем его так. Потому что Рубик обычно любит какую-то дичь стырить. Так, пака. Охотники. Ой, лагуна в табло. Ой, еще одна лагуна. Ой, а лагуна всего лишь 0,5. Ой. Какая это имба просто. Ну, это, ну, разработчики...
Нехорошие люди. Вот максимально нехорошие люди. Вот кого мы можем еще поставить к моему билду, как вы думаете? Смотрите, можно будет еще Квапу попробовать найти. Прикиньте, у Квапы минимальное КД, постоянное замешательство. Или Тайт. Не, ну самый жесткий это будет Орк-шаман. Орк-шаман по естественным причинам будет самый жесткий. Есть еще Орк-чернокнижник, тоже будет очень жесткий. Ладно, потом подумаем. Потом подумаем, если он придет, естественно. Не придет, это уже дело третье. Но мне нужен Марс. Марс как стенка нереально огромный будет. Но мне нужен еще Рубик. Рубик в 3 звезды нужен. Рубик в 3 звезды нужен. Сейчас как-то так сделаю расстановку. О май гад. Сильно, ребята? Не. Не. Вообще не сильно. Мне нужна ЦМ хотя бы в 2 звезды. ЦМ в 2 звезды даст немного импакта. Вот это там чел богов орков собрал, чтобы вы понимали, у него лич в 2 звезды, орк-шаман в 2 звезды и 4 бога. Еще будет наваливать, будь здоров. Напомню, что с 4 богов уже ломается синергия богов. Он там такой себе стол огромный сделал. У меня сейчас как бы 2 проблемы. Во-первых, вот этот вот чел, который играет на богах орках, это одна проблема. И вторая проблема это нежить. Имба не имба, но что-то как-то пахнет жареным. Согласитесь. Давай Рубика. Вылетел бы этот жрец, мне было бы спокойнее на душе. Надо, чтобы этот жрец вылетел. Давай что-нибудь хорошенькое. Это не то, что я хочу. Тварь. Что-то как-то туго пошло все. Рубик стрел кабанчиков. Короче, из предметов 3-го тира мне необходимо следующее. Бусы на отхил. Второе, призма. Призма на 2 таргета. Просто раз в 0,5 секунд я буду кидать по 2 целям лагуну. Как вам? Имбово? О, да. О, да. Это будто развал. Нет. Охренеть. Минус 25. Ну, во-первых, мне сейчас нужно полностью расстановку поменять. Полностью всю расстановку переделать. Это первый момент. Потому что этот бог-орк меня прям душит. На 9 уровне он на себе нашел такого бога-орка. Он еще и чена в 3 звезды поставил. О, орк-жрец это проблема. И что делать? Знаете, я как бы собрал имбу, но вот чел показывает, насколько скиллуха решает в этой игре. Вот. Насколько бы ты не был скилловый, всегда придет тот, который придет фартовей. Все. Серьезно, у него такой жесткий стол на 2 хп, и он так разваливает. Да чтоб мне так на 9 уровне приходило всегда. Вот, меня сейчас опять нежить вынесет. Ну хотя бы парочку снеси. Парочку снеси. Еще.
Как я уже сказал, какой бы ты скилловый не был, какую ты имбу бы не собирал, придет тот, кто будет намного тебя скилловей. Фартовей. Я думаю взять бессмертие. Мне еще нужно будет БКБ найти. Но я надеюсь, он с 35-го раунда попробует там рольнуть еще. БКБ мне будет здесь критично необходимо, потому что там есть вот этот вот короче, вот этот чел, который играет на богах, у которого есть орк-шаман в двойку, у которого есть, извините меня, лич в двойку, чен в тройку. Да, какой бы ни был ты скилловей, всегда придет тот, кто был тебя фартовей. А шо это? А шо это за суммон такой? А, наверное, стырь. А, не, подожди. А, чем мне тырить? Мне нечем тырить. Так, жрец вылетел, отлично. Отлично, прекрасно, замечательно. Но переделать ничего пока что не могу, мне нужно БКБ найти. Орк-чернокнижник там на связи, окей. Ничего себе. Он там себе еще и антимага собирает. Получается, будет нежить с антимагом. Я сейчас... А я-то думал, откуда у меня такие суммоны? У меня-то Рубик полезную способность стырил. Ставим лайк Рубику. Ребята, если даже не мне лайк поставить, то за такого Рубика нужно лайк поставить 100%. 100% нужно поставить лайк. Поэтому, если ты сейчас лайк еще не поставил, поставь свой лайк. И комментарий. Рубик MVP. Дум поймал. Нет. Души, Лина. Лина. Давай, тварь. Гаси его. Да. Какая плотная катка. У меня только что, чтобы вы понимали, в Чена прилетел Дум, и из-за этого я не смог как бы пересумонить. Если бы я сейчас его пересумонил, там было бы все замечательно. Все, теперь у меня есть мана-реген. Я сейчас получаю за один тик 50 маны почти. 52, если я неправильно посчитал, то 54 маны буду получать за один тик. Так что 50 плюс маны. Ну да, такой-то челик, конечно. Намного фартовее, чем я. Нежить, конечно, опасно, но у меня есть Рубик. А с таким-то Рубиком уже как-то не настолько сильно опасно. С таким-то Рубиком можно как бы и горы свернуть. И море по колено. Так, мне нужно БКБ. Даже если сейчас с тебя не упадет БКБ, мне надо рольнуть будет и посмотреть БКБ. Зеркало упало, отлично, пойдет. Я тоже показываю скиллуху, ребята. Видите, какая у меня скиллуха? Мощная. Кстати, вич-доктор мне сейчас уже не нужен, а вот думчик мне, в принципе, пригодится. Вич-доктор не нужен, а думчик пригодится. Вы прикиньте, в такую бы сборочку сейчас бы Гримтача в 3 звезды. Думчик пригодится, потому что у меня, во-первых, огромный мана-реген. Во-вторых, Дум будет накидываться на мейн-керри, наверное. Ну, на тех, кто кастует. А в данном случае тут есть кому кастовать. Мана у меня быстрее всех нарегенится, чтобы они кастанули. Плюс у меня сейчас есть еще и Гримтач, Свир. Короче, ребята, с минимальным КД и все такое. Дум будет сейчас MVP персонаж тоже. Но самый MVP персонаж сейчас это Рубик. Потому что стырил скилл Чена. Это имба. Это имбулька. Да. Не слышу аплодисментов. О, май, хорош, хорош. Нужно искать предмет 5-го тира, как по мне. Нужно искать предмет 5-го тира. Маска мне нужна. А вообще, на самом деле, знаете, мне нужен хекс, но я возьму, наверное, щит 5-го тира, потому что щит 5-го тира имба.
все дебафы, которые будут в меня прилетать, они, соответственно, будут возвращаться. Соответственно, это касается также самое и всех способностей, тычки и тому подобное. Поэтому я возьму щит 5 тира. Я щит 5 тира люблю, особенно когда у него нет КД. Это идеальный щит. Все. Сейчас, конечно, посмотрим, что будет. Я думаю, моего Марса так быстро не спилят, но все же. Надежда умирает последняя, знаете такое? О, нет, походу Марса мы его быстро спилили, но... Рубик творит чудеса. Давай, Рубик. Давай, давай, мой молодой, давай, кастуй. Вот это вот я понимаю, Рубик. Ребята, на суммоны 1 секунда. 1 секунда. 1 секунда на суммоны. Вдумайтесь. Да, разработчики превзошли самих себя. Это имба. Я рад. Я счастлив. Я несказанно счастлив благодаря разработчикам. Но на самом деле, чисто без рофлов, я не знаю, как играть теперь в этот патч. Типа, вот вам имба. Если они это быстро не пофиксят, то играть невозможно в эту игру будет. В тупую невозможно. Делай, что хочешь, но ты не сможешь ничего сделать. Вообще. Так, Лину мне как бы свапнули, но у меня там есть бессмертие, поэтому я не волновался на этот счет. Но тут больше волноваться нужно даже не за Лину, ребятки. Вам нужно за этого Чена волноваться. На секундочку. Спектра в 3 звезды, Некр в 3 звезды. Как вам такое, ребятки? Вы прикиньте, в такую бы сборку еще Орка-жреца в 3 звезды. А? Я думаю, это будет сильно. Это будет очень сильно. Не, шансы у этого типа были. Были. Но самые большие шансы были у типа, который вот в топ-4 отлетел. Вот у него самые большие шансы были. Самые. Ребят, стоит ли мне что-то здесь добавить? Естественно, нет. Нет смысла что-либо добавлять про текущую ситуацию. Разработчики молодцы, да, не спорю. Но давайте будем откровенно честными. Если они это не пофиксят в ближайший день-два, играть в эту игру будет невозможно. А так как они умеют фиксить и балансить, то они как минимум будут фиксить что-либо 3-6 месяцев. Но это слишком имбово, поэтому я надеюсь, что они смогут это быстро пофиксить. Тот же самый щит они понерфили через неделю. Поэтому я надеюсь, что разработчики хоть каплю имеют мозгов, и они быстро смогут это починить все. Потому что это тупизм полнейший. Стоит ли что-то здесь добавлять еще? Я думаю, нет. Все. Ну, это рофл. У меня получилось. Все. Вот. Все. Что думаете на этот счет? Вы напишите в комментариях. И, ребят, не забудьте оставить свой лайк. Я уже 3-й раз повторяю, но мне нужны ваши лайки. Мне нужны ваши лайки, потому что я хочу достичь 2000 подписчиков. Поэтому лайк и коммент обязательно. Кто еще не знает, у меня есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. Еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.